Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий, и сегодня у нас подкаст номер 109, предназначенный для студентов, чей уровень примерно B2-C1. Тема подкаста — странные привычки и обычаи, которые были в Советском Союзе. Напомню, что вы можете включить субтитры не только на русском языке, но и на многих других языках. Или вы можете зайти на мой сайт russianradioshow.com и там скачать PDF-файл с полной транскрипцией к этому и ко многим другим выпускам. Я делаю в последнее время очень красивые PDF-файлы, очень красочные. Они напоминают, на мой субъективный взгляд, такой хороший глянцевый журнал. Так что заходите на мой сайт, скачивайте PDF-файлы, и я надеюсь, что вы оцените мою работу. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк и написать комментарий под этим видео, если вы смотрите его на YouTube. Перед тем, как мы начнем, важная информация. Друзья, лето в разгаре, а лето — это время приятных путешествий, встреч и так далее. Я в конце июля буду в Амстердаме. 4 дня я буду в Амстердаме с 24 по 27 июля, а с 7 по 10 августа я буду в Лондоне. Так что если вы живете в Амстердаме или в Лондоне, напишите мне, что я обязательно должен увидеть в этих городах. Я буду там впервые, что я обязательно должен посетить, куда я обязательно должен пойти, что я обязательно должен попробовать и так далее. В общем, пишите, я буду рад любым рекомендациям. Ну а теперь переходим к теме нашего выпуска. Итак, странные привычки и традиции СССР. Вы готовы? Мы начинаем! Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Так, начнем с самой, на мой взгляд, ужасной традиции. Для меня это личная психологическая травма, и сейчас вы поймете почему. Итак, первое, я даже не знаю, это традиция, обычай, привычка или просто какая-то дурость. Это фотографии похорон и оркестр на похоронах. Действительно, одна из самых странных традиций в Советском Союзе — это фотографии на похоронах. Да, вы не ослышались. Люди фотографировали похороны. И я до сих пор не понимаю, зачем. Я очень хорошо помню, когда мне было 10 или 11 лет, погиб мой двоюродный дедушка. Это брат моей бабушки. Он погиб в автоаварии, были, конечно, похороны, и я очень хорошо помню, что мы с родителями были на похоронах, фотограф делал фотографии, и мы потом эти фотографии повезли моей бабушке, которая в тот момент жила в Крыму. Еще одна интересная традиция, тоже связанная с похоронами, это, собственно, как эти похороны проходили. Я уверен, что для многих людей из не постсоветских стран это покажется дикостью, но я сейчас вам расскажу, как хоронили в Советском Союзе и, кстати, в 90-е годы тоже. Не было поминальных залов, не было специальных мест, где можно было проводить церемонию прощания с умершим человеком. Поэтому вы могли проснуться прекрасным, например, летним утром у себя дома, в многоэтажном доме, спуститься вниз, чтобы просто погулять по городу. И спускаясь вниз, выходя из подъезда, вы видите огромную толпу плачущих людей, гроб, стоящий на табуретках, и, в общем, прощание с умершим проходило прямо во дворе многоквартирного дома. Почему я сказал, что для меня это личная травма? Я помню, что когда я был в 1 классе, мне было 7 лет, я впервые увидел эту церемонию. Я не спал, мне кажется, нормально потом несколько месяцев, потому что я впервые увидел мертвого человека. Я до сих пор
мне кажется, помню его лицо. Это был мужчина, который утонул, он был синий, пахло ужасными гвоздиками. Все это было во дворе многоквартирного дома, друзья. У нас был 10-этажный дом, и все это было во дворе, рядом детская площадка, дети играют. Еще обычно заказывали оркестр, потом брали этот гроб, несли. За этими людьми шел оркестр, который играл похоронный траурный марш. Боже, 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 как я рад, что больше этого нет. Все эти похоронные дела, это, конечно, был ужас, ужас, ужас. Идем дальше. Вторая, даже не знаю, привычка, традиция, мне кажется, это просто черта характера. Это тоже моя личная боль, как и многих советских и постсоветских детей. Не хвалить своих детей. Не хвалить. В Советском Союзе считалось, что похвала вредна. Родители боялись, что если будут своему ребенку говорить хорошие слова, какой он молодец, какой он умный, какой он красивый, то ребенок станет ленивым или слишком гордым, или испорченным и так далее. Это абсолютно хрестоматийная ситуация, но она была и в моей жизни. Если я приносил родителям хорошую оценку, 5, и говорил: «Мама, папа, я в школе получил 5». Как вы думаете, что обычно говорили мои родители? «Ты молодец? Ты у нас самый умный». Они говорили: «Хорошо, но не расслабляйся. Учись дальше, это еще не все». А если я приносил, например, не 5, а 4, вы слышите, об оценках мы часто говорим, используя глагол «приносить». Понятно, что я получал оценку, приносил дневник с этой оценкой родителям и говорил: «Посмотрите, я принес 4». Родители могли сказать: «Почему не 5? А вот Паша, сын нашей соседки, тети Лиды, получил 5, а почему у тебя 4?» Есть такая шутка: если у вас были советские родители, то вам точно понадобится психолог. В каждой шутке есть доля правды, и это тот самый случай. Мы продолжим через несколько минут. Друзья, напомню вам, что я могу стать вашим учителем, и заказать урок со мной вы можете на сайте russianradioshow.com. Также у меня есть русский разговорный клуб, но летом обычно он на каникулах, поэтому если вы смотрите или слушаете это видео летом, то пока у нас каникулы, но если вы смотрите или слушаете это видео позже, осенью, зимой, скорее всего, вы можете принять участие в русском разговорном клубе. Русское радиошоу. Идем дальше. Следующая привычка достаточно милая. Хранить в серванте красивую посуду и практически никогда не есть и не пить из этой посуды. Надеюсь, вы знаете слово сервант. Это такой шкаф со стеклянными дверцами. В каждом советском и постсоветском доме был сервант. В нем люди хранили красивую посуду, чашки, тарелки, бокалы. Но вот странность. Из этой посуды практически никто никогда не ел и не пил. Зачем ее было так много и зачем мы ее хранили, я не знаю. У нас дома был сервант, у нас было столько красивой посуды. Эта посуда стояла, периодически в ней и на ней скапливалась пыль, периодически мы мыли эту посуду и ставили ее назад. Идем дальше. Следующая милая привычка, и это уже мем: пакет с пакетами. Как вы, наверное, знаете, друзья, в Советском Союзе и даже в 90-е годы не было полиэтиленовых пакетов в таком количестве, в каком количестве они сейчас имеются в супермаркетах. Да и супермаркетов, по большому счету, не было. Поэтому, если вы как-то достали обычный полиэтиленовый пакет, а если он еще был красивым, с каким-то рисунком, с какими-то узорами, с орнаментом, то этот пакет стирали, да, сушили, вешали на прищепки, сушили и потом ходили с ним в магазин. И когда этих пакетов было несколько, то эти пакеты хранили в пакете. Поэтому пакет с пакетами — это практически один из символов быта в Советском Союзе. Идем дальше. Следующая интересная традиция — есть все с хлебом. Хлеб всему голова, говорили в Советском Союзе. Люди ели хлеб практически с любым блюдом. С супом. Это понятно, я до сих пор ем суп с хлебом. С кашей. Странно.
углеводы с углеводами, с макаронами и даже с картошкой. Все нужно было есть с хлебом. Нас заставляли все есть с хлебом в детском саду, в школе, дома, везде. Все нужно было есть с хлебом. Почему так? Хлеб был недорогим, он всегда был в магазине, он быстро давал чувство сытости, и если, например, не было каких-то нормальных продуктов, то всегда был прекрасный снэк, хотя таких слов мы тогда не знали. Хлеб с маслом. После развала Советского Союза, когда в магазинах появились иностранные товары и продукты, например, кетчуп, я помню, что мы ели хлеб с кетчупом. Это было вкусно, кстати. Русское радиошоу. Идем дальше. Следующая интересная традиция, привычка или просто черта характера, черта поведения, которая до сих пор присутствует у моих родителей, это лечиться самостоятельно. Люди вспоминали какие-то бабушкины советы, рецепты и пытались ими лечиться. Были такие прекрасные средства борьбы с простудой, как банки. Если вы знаете, маленькие стеклянные банки, их ставили на тело и считалось, что они помогают. Я не знаю, помогали ли они на самом деле или нет. Потом что еще? Да, конечно, если у тебя насморк, то нужно было полоскать нос водой с солью или даже водой с чесноком. Сейчас уже, будучи взрослым, я понимаю, что если вы заливаете в нос воду с чесноком, то вы можете сжечь слизистую своего носа, но тогда это было в порядке вещей. Так что лечиться самостоятельно — это тоже была такая черта. Ну и еще несколько таких привычек. Откладывать лучшее на потом. И это тоже осталось у многих людей, которые родились в Советском Союзе. Все откладывать на завтра. Вы купили какую-то красивую вещь, не носите ее сегодня, не надевайте ее сегодня, оставьте, лучше завтра ее наденете. Люди, например, могли купить, уже в конце 80-х, в начале 90-х телевизор. Если у телевизора был пульт, дистанционный пульт, он был в такой пленочке, эти пленки не снимали годами, нужно беречь, нужно стараться сделать так, чтобы эта вещь прослужила вам очень-очень долго. И, как я уже сказал, у многих людей, родившихся в Советском Союзе, эта черта осталась до сих пор. Следующая интересная традиция — это даже не традиция, а скорее необходимость. Как вы знаете, Советский Союз не был богатой страной, по крайней мере, люди жили бедно. Мы не могли каждую неделю покупать одежду, которую мы хотели бы купить. Во-первых, негде было ее купить, не было денег много и так далее. Поэтому было абсолютно нормальным покупать одежду на вырост или донашивать эту одежду за, например, старшим братом, как было у меня. Действительно, всегда покупали одежду немного больше, особенно для детей, чтобы ребенок, который быстро растет, мог дольше ее носить. Потому что все мы знаем, дети растут быстро, и то, что мы купили сегодня, через 3 месяца уже может быть мало для ребенка. Поэтому покупали одежду на вырост. Если рукава были длинными, их немножко заворачивали. Если брюки были длинными, их тоже заворачивали и так далее. А еще донашивали одежду за, например, старшими братьями и сестрами. Как я сказал, у меня есть старший брат. Сначала он носил какую-то одежду, потом эту одежду носил я. Сегодня, конечно, одежды очень много. Это тоже большой вопрос, что мы живем в мире такого потребительства. Мы покупаем одежду, не думая о том, что она загрязняет окружающую среду и так далее. Следующий интересный момент — это товарищеский суд. Вы когда-нибудь слышали о товарищеском суде? Это была особая форма наказания в Советском Союзе. Но это не совсем настоящий суд, это скорее было собрание неравнодушных товарищей, где человека осуждали за плохое поведение. Говорили: ты плохо себя ведешь. Это недопустимо, мы тебя осуждаем. Иногда такое собрание даже проходило в доме. Например, кто-то ссорился с соседями или бил жену. Соседи собирались и устраивали товарищеский суд. Ну и последняя странная традиция. Если у вас свадьба, что вы обычно делаете? Вы отмечаете с друзьями, вы едете в ресторан, вы просто хорошо проводите время. В Советском Союзе тоже все это делали по мере возможностей, но обязательно еще по пути в ресторан заезжали на кладбище или к какому-нибудь памятнику павшим воинам, чтобы возложить цветы. В принципе, ничего плохого в этом нет. Нужно
помнить свою историю, нужно быть благодарным тем людям, которые подарили жизнь, которые подарили мирное небо над головой и так далее. Но в Советском Союзе это просто был настоящий культ. Любой праздник, вы едете к памятникам или на кладбище и возлагаете гвоздики. Вообще, кстати, у писательницы Татьяны Толстой в одном из ее выступлений, где-то есть на Ютубе, есть интересная фраза. Она сказала, будучи человеком старше меня и жившим дольше в Советском Союзе, она сказала, что в Советском Союзе вообще была идеология смерти, то есть идеология траура, смерти. И детям, и это правда, с самых юных лет уже в голову вбивали мысль, что ты должен погибнуть ради Родины, вот умереть ради Родины, положить свою жизнь, это прекрасно, это почетно и так далее. И вот эта траурная, такая похоронная, поминальная эстетика, она вообще была в Советском Союзе. Сейчас ее меньше, хотя, мне кажется, в современной России она немножко возвращается. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди из разных стран, в том числе постсоветских и даже бывших социалистических стран, стран социалистического блока. Напишите, как было у вас. Расскажите, пожалуйста, потому что все равно, я, например, помню, что вы для нас были за границей. Расскажите, как было у вас. И на сегодня все. Надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии, скачивайте PDF-файл, слушайте или смотрите это видео много-много-много раз. Запоминайте новые фразы, новые слова. И самое главное, изучайте русский язык с удовольствием. Пока!